Всем привет, ребят, меня зовут Даг, и ты смотришь канал Двинтер. Сегодня будем строить ловушку, строить небольшую движущуюся платформу по синусоиде, и будем с вами строить небольшое препятствие, но в то же время как горка, по которой можно забираться. Так, сразу же выбираем спрайт, переходим и рисуем нашего врага, нашу ловушку. Для вас все это будет в ускоренной вариации, чтобы особо не отвлекаться на это не самое важное, вы можете вообще заранее графику заготовить. Так, мы с вами заготовили один вариант, дублируем, там дорисовываем, но это опять же для тех, кто хочет все в редакторе делать. В редакторе на самом деле смысла, прям такого грандиозного нет, что-либо делать, вы лучше используете специализированные программы для рисования разных кадров и уже сюда встраиваете эти кадры. При помощи этого редактора можно создавать анимации из кадров. Так, ловушку мы с вами поставили, смотрим, как это выглядит. Вот такая анимация, кажется, что как будто бы наша ловушка вращается. Персонаж немножко передвинул, опять переходим, выбираем тайловый фон, чтобы создать фон само собой. Я сделаю заливку такого цвета и круги накидаю по-быстрому. Особенность тайлового фона в том, что когда вы его растягиваете, если вы грамотно его сделали, грубо говоря, если вы сделали его бесшовным, то вы можете его до бесконечности растягивать, никакие дополнительные объекты вам не придется на сцену выгружать. Перемещаем его назад и блочим, чтобы он нам не мешал, чтобы мы могли спокойно кликать по персонажу и не париться. Так что разблочим на секунду. Немножко надо просто его подтянуть. И блочим заново. Удобная очень функция для работы. Так, переходим, посмотреть превью. Вот видим, все отлично, все красиво, все замечательно, все работает у нас. Никаких проблем нет, человечек ходит. Так, опять заходим в спрайт. Теперь будем делать с вами небольшую горку, супер ускоренно. Горка такая есть. И выставлять будем коллизию. Коллизия нужна для того, чтобы персонаж шел именно по ней, то есть он не шел куда-то в квадратной области, потому что коллизия стоит так. То есть вы видите ее не будете в игре, но персонаж будет идти в итоге по квадрату, а мы выставляем так, чтобы он шел по горке. Кстати, горку поставили, можем протестировать и увидеть, что не по квадрату мы идем с вами, но нужно еще твердо выбрать поведение, чтобы по ней вообще можно было ходить. Проверяем. Никаких проблем у нас нет, наш квадратноголовый без проблем ходит. Но ловушка наша по-прежнему не работает, она не убивает, и мы вообще сквозь нее проходим с вами. Что мы с вами делаем дальше? Нам нужно сделать, так, удаляем. Нам нужно сделать так, чтобы при столкновении с ловушкой, грубо говоря, при соприкосновении с ней наш персонаж умирал. Выбираем персонажа, опять выбираем персонажа, делаем уничтожить. Теперь делаем следующий кусок, это наш персонаж при уничтожении перезапускает макет. То есть, когда он уничтожается, сразу же макет перезапускается. Тем самым получается рестарт уровня. Проверяем, как все это дело работает. Топаем. Соприкоснулись, умерли. То есть, сразу же перезапуск идет. Перезапуски макета бывают разные, но мы с вами сейчас только этот вариант рассмотрим. Нам в условиях этого урока больше ничего не надо. И в принципе, если вам пояснять, что зачем, почему, например, почему мы делаем сейчас такие простые уроки, если вдруг вы уже в констракте давно сидите, вот сейчас платформу сделаю по синусоиде, я вам расскажу. Смотрите, ставим платформу. Теперь нам требуется посмотреть, что происходит. Изначально период маленький, и она почти не движется. То есть нам этот вариант не подходит, мы сразу же вставляем значение побольше. И поведение добавляем твердость, чтобы наш персонаж сквозь платформу не проходил. Теперь можем спокойненько ее протестировать. Вот видите, персонаж может не перемещаться, как на неком лифте, на некой платформе движущейся. И все у нас окей. И теперь объясняю вообще, для чего подобные ролики. Во-первых, чтобы как-то немножко вас в геймдев засунуть, чтобы вы немножко поняли, как это все работает, как это все делается, и чтобы вы научились основам работать с констракт. Потому что в дальнейшем хочется показать им какие-то интересные, действительно стоящие уроки, которые вы либо не найдете в интернете, либо вам придется изрядно так заморочиться, чтобы это сделать, если они вообще есть. И хочется научить вас это все дело делать, соответственно, чтобы получалось, чтобы можно было тоже делать игры, но что в принципе игр крутых становилось только больше. Потому что у меня желание геймдев жестко нагнуть, как именно вы уже узнаете в следующих видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, пишите, какую игру хотели бы разработать, и пока-пока, до следующего видео.